Не секрет, что прототипирование вместе с пресловутым DIY становится гораздо продуктивнее, когда каждый элемент работы выполнен при помощи наиболее подходящей технологии. И многие, в том числе и я, совершенно напрасно зацикливаются на применении только 3D-печати. Пора исправлять эту вопиющую несправедливость. В плену у меня оказался вот такой лазерный гравер Acmer модель P1. Поработаем, оценим, порассуждаем о применении, в том числе как раз в комбинации с нашими принтерами. Начнем с конструктива. Он прям-таки типовой. Рама из гнутой стали и алюминиевого вислот. Собирается из готовых модулей, все, что нужно, подписано. По идее, можно достаточно безболезненно удлинить ось Y. Привод простой и понятный, даже не знаю, что о нем можно сказать нового. Ось Z регулируется винтом. Положение точки фокусировки определяется откидной лапкой. Безопасность необходимая и достаточная. Ключ-размыкатель, кнопка аварийной остановки, в комплекте есть очки, а область реза прикрыта защитным экраном. Вы можете заметить, что я иногда им пренебрегаю, это для наглядности съемки и удобства позиционирования. Это осознанный риск, очки при работе надеты всегда, никто посторонний рядом не ошибается, но, дисклеймер, в общем случае делать даже так категорически не рекомендую. И вообще лазерный станок не игрушка, это оборудование повышенной опасности, которое требует к себе ответственного отношения. В целом, сегмент диодных лазеров в последние годы сильно шагнул вперед. Этому есть объяснение. Они в большинстве компактные, бюджетнее прочих, не требуют специального обслуживания. И если поначалу были распространены модули выходной мощностью в районе 1 Вт, которые вполне достойно гравировали, но резали плохо из-за кучи проходов по контуру, то актуальные на сегодняшний день модели по мощности уже входят в порядок начальных CO2 лазеров и могут как нанести рисунок, так и отделить его от листа за разумное время. Для примера, мой экземпляр 10 ваттами прожигает 4-мм фанеру со скоростью 4 мм в секунду, ну плюс-минус. И этот модуль не старший, бывают еще и 20 Вт, и 30, причем это честная оптическая мощность, а не приведенные величины. Спросите, откуда же берутся такие лютые диоды? А собственно ниоткуда, их просто ставят сразу несколько и сводят каким-то хитрым способом. Еще такой подход позволяет сгладить особенность диодов в вытянутое световое пятно. Вентилятор охлаждения в определенной степени сдувает дым и взвесь из-под луча. Может быть, этого достаточно для гравировки, но все-таки мало для хорошей резки. Тем более хочется резать в минимальное количество проходов, желательно за один, минимизировать нагар вокруг и внутри реза, да и коптить оптику тоже нежелательно при любой работе. В данном исполнении станок воздушным компрессором не комплектуется, но изначально предусмотрено сопло с фиттингом под 6 мм. И можно без напильника доснастить либо заводским решением, либо любой подходящей помпой. Мне, например, приглянулись вот такие, для аэрации прудов. Чем мощнее, тем круче. Ну и громче, конечно, тут уж никуда не денешься. Управляющие программы пишутся в G-коде. Он достаточно схож с тем, который традиционно используется в 3D принтерах. Отправлять команды можно с компьютера по USB кабелю в режиме последовательной передачи. Это предпочтительный вариант, но не для всех удобный, так как привязывает компьютер к станку. Чтобы этого избежать, можно записать файл на SD-карту, подключиться к встроенному Wi-Fi модулю со смартфона и запустить выполнение проекта офлайн.
Более-менее освоился я в двух программах: Laser GRBL и Lightburn. Первая бесплатная, умеет читать векторный DXF, может обрабатывать растровые изображения и даже определять контуры. Есть возможность реализации смешанных режимов, например, последовательной гравировки и резки. Но, увы, никаких инструментов для рисования. По большому счету оно не нужное, макеты все равно желательно подготавливать где-то на стороне. Впрочем, Lightburn с этим категорически не согласен. В нем есть полноценный векторный редактор, ручное размещение объектов, система редактируемых слоев, да и вообще много чего еще. Единственная проблема, он не бесплатный. Впрочем, 30 дней пробной лицензии достаточно, чтобы разобраться и решить, что делать дальше. На Lightburn есть полноценный заводской пресет настроек. Впрочем, Laser GRBL я тоже не особо вручную-то и настраивал, разве что развернул ось Y. Параметры резки и гравировки желательно наугад не выставлять. Чтобы их выбрать, есть показательные тесты. Немонолитные материалы, в частности фанера, могут иметь значительный разброс, так что лучше проверять каждую партию и стараться брать хорошего сорта. Для примера, 4 мм, не знаю, что это за листы, но качественные. 1 к 1, наверное. На 250 мм в минуту режет с большим запасом. Я скорость в миллиметрах в минуту дальше буду называть, тут так принято. А вот леруашная 2 к 4. Скорость уже 150 мм в минуту. Сучки хорошо, если на 60 проковыряет, но это уже ниже психологической отметки. Также тесты необходимы, если речь идет о гравировке. Визуально выбирается разрешение и способ формировать градиент, плотностью точек или заливкой. Еще нужно учесть ширину реза, иначе соединения будут болтаться. Для этого также печатается шаблон, можно внести правки в вектор или задать компенсацию в программе. Все, что нужно, проверено, запускаем настоящую работу. Скорость 6000 мм в минуту, можно было бы и быстрее, с меньшей глубиной или четкостью, но мне нравится так. В общей сложности минут 40, плотность линий 0,1 мм. Затем все это дело вырезается на 250 мм в минуту. Касательно мощности нет однозначных рекомендаций, выкручивать ли на всю катушку или наоборот экономить. Я ставлю, как правило, 100% на резку и 80% на гравировку. Края темные, слегка пачкаются, сажу легко стереть. По идее, можно их осветлить кратно более сильным обдувом, но и так нормально. Плашки собираются шип-паз, их можно зафиксировать на клей. Есть много альтернативных вариантов соединений, но зачем усложнять то, что работает? Однорукий медведь тоже без дела не остался, допечатываются пластиковые элементы. В стоке у них отвратительный держатель филамента, и я решил добавить немного удобства. Такая конструкция хорошо работает с любыми катушками в размер, не привязывает к конкретному расположению и не склонна к разматыванию по инерции. Да и чисто с технологической стороны, плоская вырезана из листа, сложная пространственная напечатана. Даже предположу, что вообще-то так и должно быть. Продолжая тему комбинации устройств, офисный органайзер. Очевидно, я могу себе позволить купить подобный в магазине, но я хочу такой, конкретный, не какой-то иной, даже очень похожий. И опять-таки, одни элементы лучше выполняются в листовом материале, другие в пластике. Как я выяснил, все лазерщики одновременно и слегка помешаны на фанере и проклинают сразу всех причастных к ее обороту. Нюансов много, начиная от клея и его количества, заканчивая сучками во внутренних слоях.
которые можно обнаружить разве что прожектором на просвет. При этом как-то мало внимания уделено ДВП, а конкретно плитам высокой плотности, они же вроде HDF. Они плотнее и интуитивно можно было бы ожидать сложностей при резке, но как бы не так. В них нет крупных неоднородностей, а значит, работа идет гораздо стабильнее. За экологичность вроде как именно в HDF посторонних смол не должны добавлять, но это не точно. В любом случае, экономичнее, удобнее в обработке, для каких-нибудь разделителей в ящике и прочего подобного прям то, что нужно. В общем, 2D и 3D устройства при детальном подходе не то чтобы соперничают, а скорее хорошо дополняют друг друга, так что можно собрать полноценный производственный цикл. Упаковка, например, картон. Есть куча генераторов, которые по заданным размерам создадут выкройку. Конечно, все это справедливо только для чего-то микросерийного, условные 100 штук лучше заказать на стороне. А вот согнуть пару-тройку коробочек вполне рационально. Солома у нас тут не в ходу, так что нужен какой-нибудь ложемент. Нарисуем послойно контуры, можно даже обвести вокруг 3D-модели. Найдем что-нибудь листовое и вспененное. Это, наверное, полиэтилен, честно говоря, я не знаю точно. Он очень быстро оплавляется, так что режем на малой мощности и быстро, но в несколько проходов. Принтер уже допечатывает рукоятку штампа, тут разъяснение излишне. Лучше подумаем над подошвой. Пластик склонен крошиться, так что дольше всего проживут мягкие печати, а стало быть, понадобится листовая резина. У меня есть вот такая. Путем нескольких итераций подбираем режим гравировки и выпариваем оттиск. Запашок, конечно, мое почтение. Вроде очевидно, но не будет лишним, все же упомяну. Работать без подвода вытяжной вентиляции крайне нежелательно. В объеме выборки остается очень много грязи, которая затрудняет получение аккуратного реза. Проще пройтись лезвием по намеченному контуру. Так, что-то мы идем не в том порядке. Фанеру с картоном порезали, значит, бумагой уже не впечатлимся. Ну та сразу в практику. Не хватает стикера. Печатаем на самоклеющейся фотобумаге и вырезаем. Собираем воедино. Гнем и складываем картон по схеме. Наклеиваем клише. Проверяем работоспособность. Упаковываем. И запечатываем. Кстати, про бумагу. За последние лет 10 3D принтеры стали прям архидоступными, и древнее искусство клеить из выкроек всякое разное как-то уползло в небытие. Слишком это дело муторное, именно по части резки. Пора возрождать традиции предков.
Гравером можно сразу и разметку нанести, и ослабить линии сгиба, и вырезать. Клеить, конечно, придется самостоятельно. Не скажу, что это очень весело и увлекательно, но иногда результат того заслуживает. А так в целом, что еще можно делать? Можно резать и гравировать кожу, малопрозрачный или непрозрачный пластик. Снимать покрытие с металла. Для таких дел продается много вариантов заготовок. Теплопроводность и отражение затрудняют обработку металлов напрямую, порядок мощности не тот. Неглубокая гравировка нержавейки вполне удается, а вот с алюминием у меня ни одним из способов не получилось добиться хоть какого-то результата. Со стеклом, как и с прозрачными материалами, очевидно, не все гладко. Лазер в видимом диапазоне 450 нанометров — это синий вроде, так что прозрачные глазу материалы обрабатывать им проблематично. Цвет тоже имеет значение. Вот хороший пример. Чтобы резать черную пенку, приходится снижать мощность, иначе плавляется. Но на белопрозрачный луч вообще не оставляет никаких следов. Если бы не светомузыка, можно было бы такую вместо кафеля постелить. Опять-таки есть хитрости. На стекло, например, можно нанести краску или наклейку для гравировки и, в общем-то, тоже получить результат, но это скорее про границы выполняемых задач, а не про рациональность применения. Для плексигласа и царапания стекол предпочтительнее инфракрасный диапазон. Так, что же в итоге? Машинка вполне функциональная и способна рутинно выполнять не только гравировку, но и раскройку и резку, перекрывая достаточно большой пласт задач, ряд из которых просто-напросто предпочтительнее выполнить лазером, нежели изыскивать возможности аддитивного исполнения. Вот такой получился обзор. Пишите, что думаете, нужны ли обзоры на канале, в какой форме, в каком объеме. Или, может быть, вы ожидаете какой-то конкретный ролик или формат. Ну и всего вам доброго.